Всем привет! Вы попали в серию моих видео о том, как я провожу осень в разных городах. Именно это видео будет первым. Здесь, наверное, будет самый интересный город, потому что в нем я была вообще впервые. Основная моя цель — показать вам очень много эстетичных кадров, которые я наснимала в разных городах, сравнить их и сделать какой-то общий вывод. Наслаждайтесь, смотрите. Кстати, вот эти все фотографии и несколько фрагментов я также выкладываю в свой телеграм-канал, поэтому можете подписаться, чтобы видеть наглядно все, что я там наснимала. Погнали! В Смоленске это победа. Хорошо, православному не очень. Через какое-то время пошли договариваться православные. Как вы уже поняли, первый город, в который я отправилась этой осенью, это Смоленск. Туда меня отправили от школы, поэтому не удивляйтесь, что с экскурсии будет очень много кадров. Из мест, которые я увидела в Смоленске, мне очень запомнилась Громовая башня. Это одна из башен, оставшихся от Смоленской крепости. Чуть позже нам даже провели там экскурсию. Не, ну, наверное, самое крутое это было заведение, в котором мы обедали и ужинали. Называлось оно «Мандариновый гусь». Я не знаю, как это связано, но очень классно. Мне там понравилось. Лопатинский сад, ну, либо парк. Мне очень трудно назвать это садом, потому что это огромная территория. Здесь, кстати, я впервые увидела черного лебедя. Не, ну просто посмотрите на то, какие они красивые. Отдельная, кстати, похвала вот этому месту, где стоит памятник Глинке, и играют его произведения. Это, конечно, не Лопатинский сад, это какой-то другой парк, но место все равно волшебное, я бы туда ходила каждый день. Следующее место, куда мы отправились, это Успенский кафедральный собор, который находится на огромной возвышенности. Нам даже рассказали историю о том, что когда-то давно Наполеон зимой бежал по вот этому огромному склону, спотыкался и падал. Но меня больше удивил вид, который открывается вообще с этого места. Это просто не передать словами. Без 20? Да, в 11:40 без 20. Усадьба Талашкина. В этом же месте нам провели мастер-класс по письму. Не думала, кстати, что мне это настолько зайдет, но я бы была очень рада, если бы мне подарили такую же ручку. Потому что реально по-другому ощущается то, как ты пишешь ей. Но вот в школе, я думаю, это будет максимально неудобно, потому что чернила очень быстро заканчиваются. Это вот такой вот крутой теремок. И вот храм Святого Духа. Особо там делать нечего, но могу сказать, что место очень живописное. В отзывах, кстати, я написала, что было бы прекрасно, если бы там проводили именно мастер-классы по рисованию. Под конец первого дня мы заселились в отель. Весь вечер я пыталась достать нашего руководителя. Тут у нас кондиционер. Вот, тут телефончик, чтобы звонить другие номера. Какой номер Татьяна Александровна? Я не знаю, она, по-моему, вообще на 3-м. Но по итогу вообще, по-моему, эти звонки до нее не доходили. Утром мы отправились в Вязьму, это город Смоленской области. Да, вам не кажется. Купол храма реально кривой. Я прям ждала какого-то интересного объяснения вообще этой ситуации. История гласит то, что сам храм склонил свою голову перед павшими воинами. За этот оставшийся день мы посетили кучу разных мест и памятников, их все мне не перечислить, поэтому просто наслаждайтесь этой красотой.
И уже ночью мы отправились домой. Смоленск мне очень понравился, честно, вот я делаю вывод по этому городу, и могу сказать, что сразу, как только я туда приехала, мне очень понравился рельеф. Я думаю, там, вне зависимости от осени, он как бы остается. Там, получается, очень много холмов, прям очень много. Пока мы ездили на автобусе, мы несколько раз поднялись, спустились и так далее. И, блин, с этих холмов открываются такие красивые виды. Вообще по всему городу чувствуется прям такой простор, такая свобода, вот это вот могущество, вот этой вот крепости, этих башен, просто завораживает. Ну, как бы я не буду судить сразу за весь город, потому что мы по факту были в самом таком центральном районе. Но лично мое впечатление мне очень понравилось, прям вообще. Получилось так, что мы приехали, был дождь. Когда у нас проходили экскурсии, внезапно вышло солнце. Ну, потому что приехала лодейное поле, это понятно. Но в день, вернее, вечер, когда мы уезжали, пошел просто жесткий ливень. Весь Смоленск плакал, что наша компания уезжает. Мне тоже было очень грустно, потому что за эти 2 дня, я думаю, мы не все успели посмотреть. Кстати, экскурсовод сказала нам, что мы попали в самую лучшую осень Смоленска вообще за все годы, которые она там живет. Очень надеюсь, что когда я поеду уже в следующий по плану город, там осень будет такой же прекрасной, такой же золотой, а не опавший, потому что время-то идет, как бы, а я еще примерно только через неделю туда отправлюсь. Но вы обязательно оставайтесь со мной, чтобы увидеть еще более прекрасные кадры. Все-таки осень, время, пора такая немножко грустная, вот эта вот романтизация, такие красивые фоточки, видео очень даже поднимают настроение. Ну, по крайней мере, мне. Мне прям очень нравится все снимать. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все, до новых встреч. Увидимся в следующем городе.